Сегодня я хочу поговорить с вами о невидимой опасности, тихой угрозе, которая подстерегает подавляющее большинство людей старше 50 лет и которую, к сожалению, почти никто не замечает вовремя. Я говорю не о редком заболевании, а о фундаментальной механической проблеме, которая крадет вашу жизненную силу, затуманивает разум и в особенности ослабляет вашу интимную мощь – плохое кровообращение. Спустя десятилетия наши артерии и вены, которые должны быть свободными и гибкими магистралями, склонны становиться жесткими, узкими и закупоренными. Представьте себе садовый шланг, полный осадка. Вода просто не течет под напором. Именно это происходит с вашим телом, и последствия разрушительны. Эректильная дисфункция, хроническая усталость, тяжесть в ногах и постоянное чувство, что вы уже не тот, что раньше. Самое печальное, что я вижу в своей практике, это то, что тысячи мужчин сдаются. Они верят, что эти симптомы – неизбежный налог на старость. «Мне уже 50, это нормально», – говорят они мне. А я отвечаю им, что нет, это ненормально и уж точно не необратимо. Как специалист в области урологии, я посвятила свою карьеру тому, чтобы доказать, если вы очистите и подчините свои внутренние трубы, ваше тело отреагирует, вернув энергию 20-летней давности. И хорошая новость заключается в том, что вам не нужны агрессивные препараты, чтобы начать решать эту проблему. Сегодня я поделюсь с вами природным секретом, мощным и доступным инструментом, который действует как настоящее средство для прочистки артерий. Я научу вас использовать обычный ингредиент, который при правильной стратегии способен восстановить кровоток и вернуть вам ту жизненную силу, которую вы считали потерянной навсегда. Оставайтесь до конца, потому что рецепт, который я вам сегодня раскрою, это тот самый рецепт, который используют сообщество долгожителей нашей планеты, чтобы оставаться сильными до очень преклонного возраста. Когда мужчина переступает 50-летний рубеж и замечает, что его силы иссякают, его первый инстинкт – винить календарь. «Я старею», – думает он. Но как врач я должна сказать вам, что это лишь полуправда. Настоящий виновник – не время, а качество вашей внутренней реки, вашего кровотока. Подумайте об этом так. Ваша кровь – это транспортное средство, доставляющее кислород и жизненно важные питательные вещества к каждой клетке, от мозга до кончиков пальцев ног. Но прежде всего, это гидравлическое топливо, необходимое для работы ваших половых органов. Эрекция – это не что иное, как кровь, удерживаемая под давлением. Если дороги, то есть ваши артерии, полны выбоин, скопившегося жира и потеряли эластичность, движение просто не достигает места назначения. И здесь в игру вступает невидимый герой нашей истории – оксид азота. Я хочу, чтобы вы запомнили это название. Это газообразная молекула, которую ваш организм вырабатывает естественным образом, и ее функция – действовать как релаксант для стенок артерий, позволяя им расширяться, а крови свободно течь. Проблема в том, что с возрастом наша внутренняя фабрика по производству оксида азота начинает давать сбои. Статистика говорит нам, что 60-летний мужчина вырабатывает значительно меньше этого газа, чем молодой. В результате кровеносные сосуды становятся узкими и жесткими. Эта сосудистая жесткость – тихая причина того, что ваши эрекции слабые или отсутствуют, что вы чувствуете холод в конечностях и ту тяжелую усталость, которая не проходит даже после сна. Дело не в том, что вам не хватает желания, вам не хватает гидравлического давления. И самое опасное, что это часто является прелюдией к более серьезным проблемам, таким как гипертония или сердечные заболевания. Но вот появляется надежда. Современная медицина и древняя мудрость сходятся в одном удивительном факте. Эта ситуация обратима. Вам не нужно смиряться с жизнью с заржавевшими артериями. В природе существуют универсальные ключи, способные возобновить выработку оксида азота и очистить ваши кровеносные сосуды без необходимости хирургического вмешательства или применения препаратов с побочными эффектами. И решение, которое я вам сегодня предлагаю, это, как ни удивительно, простой корень, который вы, вероятно, уже видели на рынке, но никогда не оценивали как мощное природное лекарство, которым он является. Ответ, который предлагает нам природа для этой проблемы, столь же мощен, сколь и доступен, и это имбирь.
Но я хочу, чтобы вы выбросили из головы мысль о том, что это всего лишь специя для придания вкуса печенью или чаю. Для уролога имбирь – это по сути натуральное сосудистое лекарство. Почему он работает так эффективно? Секрет кроется в его биохимии. Этот корень богат биоактивными соединениями, называемыми гингеролами и шогаолами. Воспринимайте их как команду по очистке и ремонту ваших артерий. Эти соединения обладают необыкновенной двойной функцией. Во-первых, это мощные противовоспалительные средства. С возрастом ваши кровеносные сосуды воспаляются и опухают изнутри, уменьшая пространство, через которое проходит кровь. Имбирь действует, уменьшая это системное воспаление, расчищая путь для беспрепятственной циркуляции кровотока. Во-вторых, и это связано с тем, о чем мы говорили ранее, имбирь является естественным катализатором оксида азота. Потребляя его, вы помогаете своему организму возобновить выработку того самого газа, который расширяет артерии. Представьте, что имбирь снимает жесткость ваших внутренних труб. Физический результат мгновенный и ощутимый. Благодаря улучшению расширения сосудов, кровь поступает с большим давлением и объемом в пещеристые тела, способствуя более твердой и реактивной эрекции. Но преимущества не ограничиваются только спальней. Благодаря лучшему насыщению кислородом каждой ткани вы заметите, что туман в голове рассеивается, ваши руки и ноги перестают мерзнуть, а ваша физическая выносливость в течение дня значительно возрастает. Самое удивительное, что у нас есть недорогое решение без серьезных побочных эффектов и легкодоступное, способное конкурировать со многими фармакологическими методами лечения легких проблем кровообращения. Однако именно здесь подавляющее большинство людей терпят неудачу. Они покупают обработанный имбирный порошок, некачественные капсулы или готовят его до тех пор, пока не уничтожат все его свойства. Чтобы имбирь действовал как настоящий сосудистый тоник, вы должны употреблять его очень специфическим образом и в самом чистом виде. И именно этому я сейчас вас научу. Будьте очень внимательны, потому что техника решает все. Я видела слишком много пациентов, которые терпели неудачу, потому что бежали в магазин за имбирным порошком или пакетиками обработанного чая. Я должна быть предельно ясна. Для сосудистых медицинских целей это бесполезно. Порошок потерял большую часть своих летучих масел в результате окисления. То, что нам нужно, это живой корень, свежий и сырой имбирь. Протокол прост, но строг. Во-первых, дозировка. Отрежьте тонкий ломтик примерно размером с небольшую монету. Вам не нужно больше. Если поначалу вам покажется это слишком острым, вы можете начать с более тонкого ломтика и постепенно увеличивать его. Но не бойтесь этой остроты. Это жгучее ощущение – химический сигнал того, что гингеролы активны и обладают мощным действием. Во-вторых, время. Это нужно делать натощак, сразу после пробуждения. В этот момент ваш желудок пуст, а организм находится в режиме полного усвоения. Если вы смешаете его с плотным завтраком, соединения будут конкурировать с перевариванием другой пищи и потеряют свою эффективность. И в-третьих, вот тот клинический секрет, который имеет решающее значение – длительное пережевывание. Не просто глотайте кусочек, как будто это таблетка. Вы должны медленно жевать его довольно долго, пока он не растворится во рту. Почему мы это делаем? Потому что, пережевывая его и смешивая со слюной, вы позволяете части активных веществ всасываться непосредственно через капилляры, расположенные под языком и в деснах. Это отправляет сигнал в кровоток почти мгновенно, минуя долгий процесс пищеварения. Сделав это, вы, скорее всего, почувствуете внезапное тепло, разливающееся по телу, или даже легкую испарину. Не пугайтесь, это самый лучший из возможных признаков. Это означает, что ваши кровеносные сосуды расширяются, и кровь начинает с силой приливать к конечностям и, конечно же, к области таза. При ежедневном постоянстве вы заметите, что ваши руки и ноги больше не ледяные, что ваш разум по утрам проясняется быстрее, а ваши эрекции реагируют с обновленной твердостью. Но хотя имбирь сам по себе обладает мощным действием, есть способ многократно усилить его эффект. Древнейшие сообщества в мире не принимают его в одиночку. Они комбинируют его в специальном коктейле, который улучшает его усвоение и добавляет противовоспалительные свойства. Я раскрою вам этот секретный рецепт из регионов долголетия прямо сейчас. Теперь, когда вы освоили использование имбиря в чистом виде, я хочу поделиться с вами секретом, который идет еще дальше.
Это не просто рецепт, это адаптация тоников, которые регулярно употребляют жители регионов, всемирно признанных за их исключительное долголетие, где часто можно встретить мужчин очень преклонного возраста с завидной жизненной силой и без хронических заболеваний. Они не полагаются на удачу, они полагаются на химию своей пищи, и их секрет – это синергия. Объединение ингредиентов, которые хороши по отдельности, но вместе становятся взрывными. Я научу вас готовить тоник сосудистой жизненной силы. Вам понадобится 4 ключевых элемента: имбирь, куркума, лимон и чистый мед. Вот точная процедура. Первое – основа из имбиря. Возьмите тот самый ломтик свежего имбиря размером с монету, о котором мы упоминали ранее. Очистите его и нарежьте очень тонкими ломтиками или, что еще лучше, натрите на терке, чтобы выпустить все соки. Второе – противовоспалительное золото. Добавьте чайную ложку свеженатертой куркумы или порошка, если не можете найти свежую. Куркума – близкая родственница имбиря и, возможно, самое мощное природное противовоспалительное средство в мире. Она помогает очищать артериальные бляшки и сохраняет ваши сосуды гибкими. Третье – цитрусовый активатор. Выдавите сок половины лимона. Витамин С из лимона не только очищает от токсинов, но и жизненно важен для защиты оксида азота от окисления, благодаря чему его эффект в вашей крови длится дольше. Четвертое. Проводник. Добавьте чайную ложку сырого меда. Это не только ради вкуса. Мед действует как транспортер, который улучшает усвоение других соединений и обеспечивает мозг немедленной энергией. Смешайте все это в большом стакане воды комнатной температуры или теплой, но ни в коем случае не кипятка, чтобы не разрушить витамин С. Ключевой шаг. Не пейте это сразу. Дайте настояться несколько минут. Это время настаивания позволяет кислотам лимона извлечь гингеролы из имбиря и куркумин из куркумы, создавая биодоступный раствор, который ваш организм впитает как губка. Этот тоник предпочтительно принимать натощак, незадолго до завтрака. Это внутренний душ, который пробуждает ваши органы, расширяет артерии и готовит ваше тело к максимальной отдаче в течение дня. Но будьте осторожны, наличие рецепта – это лишь половина дела. Чтобы это действительно изменило вашу жизнь и избавило от дисфункции и усталости, вам нужно интегрировать это в осознанный образ жизни. В заключительной части я дам вам ключи к поддержанию этих результатов в долгосрочной перспективе, а также мою личную рекомендацию. Обладание рецептом этого тоника – огромная сила, но как врач я обязана сказать вам всю правду. Чудодейственных решений не существует, если вся остальная ваша жизнь – это хаос. Имбирь и куркума – необыкновенные инструменты, но они работают лучше всего, когда почва, то есть ваше тело, готово их принять. Чтобы эти изменения стали постоянными, а ваше кровообращение оставалось таким же плавным, как у молодого человека, вы должны поддержать это средство 3 базовыми столпами. Я не прошу вас становиться элитным спортсменом, я лишь прошу о биологическом интеллекте. Первое – стратегическое питание. Имбирь открывает двери, но вам нужны питательные вещества, которые пройдут через них. Включите в свой рацион больше продуктов, богатых природными нитратами, таких как свекла или шпинат, и полезных жиров, таких как авокадо или грецкие орехи. Это строительные блоки, которые ваш организм использует для ремонта стенок артерий, очищаемых имбирем. Второе – осознанное движение. Кровообращение зависит не только от сердца, оно зависит от ваших мышц, особенно от икроножных, которые действуют как второе сердце, перекачивая кровь обратно вверх. Вам не нужно сдавать экстремальные тесты на выносливость. Ежедневной энергичной ходьбы достаточно, чтобы активировать этот гидравлический насос и предотвратить застой крови в ногах или тазу. И третье, и, возможно, самое игнорируемое – управление спокойствием. Хронический стресс высвобождает кортизол и адреналин, гормоны, которые являются мощными сосудосуживающими средствами, то есть они закрывают ваши артерии. Постоянный стресс сводит на нет действие имбиря. Посвящайте каждый день короткое время тому, чтобы глубоко подышать или просто побыть в тишине. Расслабить свой разум значит буквально расслабить свои кровеносные сосуды. Здоровье строится не на великих героических поступках раз в год, а на маленьких решениях, которые вы принимаете каждое утро. Приготавливая этот тоник, выбирая прогулку вместо того, чтобы сидеть, вы посылаете своим клеткам мощное сообщение. Мы все еще живы, мы все еще сильны.
Уверяю вас, организм будет невероятно благодарен. Если вы дадите ему то, в чем он нуждается, он обладает способностью к регенерации, которая удивит вас независимо от вашего возраста. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы были со мной до этого момента. Ваш интерес доказывает, что вы человек, который не сдается, который ищет качество жизни и уважает собственное тело. Это уже первый шаг к успеху. Я доктор Марина Санабрия. Помните, старение обязательно, но движение вперед с силой и жизненной энергией – это ваш выбор.